Друзья, если вы не знаете, где и как достать ваучеры на всевозможные сторы и подписки, включая даже PlayStation Plus, Extra и Premium, то советую вам специальный телеграм-канал «Твоя Мегакарта». Его автор живет в США и поэтому имеет возможность продавать нуждающимся то, чего нет и, возможно, не будет в ближайшее время. Если вам нужна помощь, то помогут с активацией ваучера. Все просто и очень доступно. Ссылочки на канал смотрите в описании под этим видео. Итак, вернемся к теме нашего видео, и в нем я решил продолжить серию прокачки, или точнее оживления старых железок подписчиков, и сегодня речь пойдет о ноутбуке из 2011, то есть ему уже больше 10 лет. И если вкратце, то моя основная задача была сделать хотя бы нормальный ноут, чтобы можно было за ним сидеть в интернете, общаться в скайпе, не знаю, там делать всякие курсовые, дипломные и даже что-то запускать из старых игр. И напомню, что любой подписчик сможет принять участие в будущих видео. Для этого просто отправляйте истории своих ПК или ноутбуков на мою почту Кровавый Пастор, и по возможности я буду смотреть, думать, чем можно вам помочь, то есть моим зрителям. В общем и целом вернемся к теме нашему, то есть к нашему ноуту, и думаю, зрители уже поняли, с чем мы имеем дело. И, во-первых, да, внешний вид ноута, конечно, далеко не презентабельный. Видим, его как бы перематывали зачем-то скотчем, не знаю для чего, и остались вот такие явные следы. Плюс к этому, мне кажется, на клавиатуру не один раз проливали чай или что-то очень сладкое, от чего я нащупал две мертвые клавиши. Короче, придется это все чистить. Далее у нас внутри стоит древний процессор двухъядерный и, конечно, свежая и современная 7-я Windows на обычном старом жестком диске. А еще сюда накачали кучу всякого пиратского софта, давно ничего не чистилось. В общем, наверное, будем это все сносить, ставить с нуля, обновляться, настраивать, и начнем мы, конечно же, с разборки самого ноута, чтобы понять, что у нас внутри. Это сделаем мы буквально через 1 минутку, а сейчас немножко полезной информации для зрителей. И хотел бы вам рассказать о новинке, которой пользуюсь в последнее время, и это беспроводные наушники Ugreen модель HiTune X6 ANC. Эти наушники прежде всего привлекают необычным дизайном, качественными микрофонами и хорошей автономностью. Мне лично нравится басовитый звук, довольно маленький вес, и учитывая, что на рынке откровенно мало бюджетных моделей, то именно HiTune X6 явно заслуживает вашего внимания. Почему, вы спросите? Ну, во-первых, внутри корпуса имеется гибридное активное шумоподавление RCV версия 4.0. Далее у нас внутри 6 микрофонов и задержка всего 50 миллисекунд. Также наушники имеют управление, то есть музыкой происходит комбинация прикосновения пальцев на поверхности, что весьма удобно, и автономность работы при этом до 2 часов от быстрой подзарядки смарт-кейса. Причем сам футляр довольно прочный и заряжается от USB Type-C кабеля, что идет в комплекте. И также в комплекте идут отдельные насадки амбишур под различные формы ушной раковины. Чтобы законнектить наушники к вашему смартфону, необходимо открыть чехол и включить Bluetooth на смартфоне. Далее добавить HiTune X6 в сопряжении, и все на это можно пользоваться без проблем. Все более детально расписано в инструкции, что идет в комплекте, и думаю, что с этим разберется абсолютно любой человек. В общем, звук у нас отличный, можно слушать музыку, можно принимать звонки, удобная форма, однозначно рекомендую. Итак, вернемся к теме нашего видео, и значит, после снятия тыльной крышки у ноута видим, что внутри можно сразу снять мертвый аккумулятор. Я проверил его перед записью сюжета, он держит зарядку не больше 10 минут. Абсолютно мертвый, но оно и понятно, как бы 11 лет ноуту. И далее чуть ниже аккумулятора видим с вами под крышкой оперативную память и жесткие диски. Так, оперативная память у нас две плашки, одна из них на 2 ГБ DDR3, вторая, внимание, что интересно, на 1. То есть в сумме у нас 3 оператива в двухканале, и это даже не 4. Очень мало памяти. И еще далее у нас идет жесткий диск Hitachi 500 обычный, трескучий, на скорости 5400. И в остальном это все. Итак, именно с таким железом давайте с вами и оценим, как запускается Windows и прочие приложения. И первый запуск винды у нас длится примерно 1 минуту. Плюс к этому еще потом секунд 20 ждем появления ярлычков на рабочем столе. Потом у нас еще браузер открывался полминуты, и с момента запуска компьютера до первой странички в браузере у нас уходит порядка 2 минут. То есть целые 2 минуты, чтобы просто открыть свою почту и зайти, скажем, почитать новости. Ну окей, едем далее. Теперь давайте в конце проверим запуск игр. И, например, закинем с вами Counter-Strike. И, кстати, загрузка на карте, да, тянется очень медленно и длится примерно 1,5 минуты. Что просто зайти на сервер нужно сидеть 1,5 минуты. Но зато уже после запуска мы получаем 10, 15, возможно 19 FPS на самых низких 720p. И да, я забыл сказать, что ноут имеет экран 15 дюймов 720p или 1366 на 767, что-то такое, не помню точно, но в любом случае Counter-Strike не
работает. От слова вообще не работает. 15 FPS это очень мало, и по сути можно даже сказать ничего. Ну ладно, я думаю, дальше нет смысла еще что-то продолжать. Я думаю, уже понятно, что это фактически мертвый ноут внутри и внешний. Он тоже далеко не симпатичный, но мы сделаем из этого куска железа хотя бы, внимание, ну хотя бы нормальный офисный ноут для учебы, и чтобы не тормозил и запускал хоть что-то из игры. Итак, начнем, я думаю, парни и девушки, первым делом, конечно, с чистки, и придадим ему нормальный внешний вид. И это делается очень просто. Берем спиртовой раствор, даже обычный антисептик, после ковида их осталась куча у меня дома, и начинаем все это вымывать. Потом я поснимал все эти вот странные наклеечки, протер сам экран, и на тыльной части тоже вытер все следы от скотча. И также решил снять на клавиатуре решетку, чтобы в щелях, куда попала жидкость, тоже протереть начисто. Все это делается для того, чтобы не залипали клавиши от сладкого чая, но все же две мертвые клавиши так и не удалось мне спасти, и они остались нерабочими. Их придется заменить в раскладке на альтернативные, и теперь очередь замены железа. И вот тут все довольно интересно. Смотрите, понятное дело, что заменить процессор я физически не сумею. Это нужно выпаивать сам чип специальным паяльником, и поэтому проц остается прежним, но оперативной памяти мы поставим, а точнее закинем 8 на частоте 1333, и уже к тем, что имеется внутри, и будет у нас 10 оперативы в двухканале. То есть я выкинул одну плашку на 1 гиг и поставил вместо нее на 8, и вышло у нас 10. Как-то по-дебильному, конечно, объяснил, но в общем далее, понятное дело, нужно заменить жесткий диск на нормальный современный SSD, хотя бы на 240 под Windows Soft, что я, понятное дело, и сделал. И да, это не 500 SSD, у меня дома нет как бы лишнего железа, есть только на 240, и это тоже абсолютно нормально, если речь идет об офисном ноуте. Ведь самое важное, чтобы быстрее стартовала винда, чтобы не полминуты открывался браузер, да и шум от SSD абсолютно минимальный, и прослужит он явно дольше, чем обычный старый Win 10-летней давности. Выходит, что по сути мы подкинули памяти, сделали 10 оперативы, далее заменили жесткий диск на SSD, и теперь я по традиции полностью переустановил Windows, а точнее поставил 10-ю винду, потом я накатил все дрова, установил необходимый софт, именно самый необходимый, все настроил, подкрутил, почистил ноут от пыли, и теперь он блестит, сверкает как новый. И это все, что можно было с ним в принципе сделать. Что ж, давайте теперь сравним результаты до и после. Итак, стартует Windows после моих действий в среднем за 12 секунд, а не целую минуту. И сразу же после старта винды можно открывать браузер, и он запускается за доли секунд. Таким образом, установка SSD диска ускоряет, не знаю, там в 10 раз любой старый ноут, и это, наверное, самое важное из того, как можно дешево и быстро ускорить весь компьютер и так далее. Плюс к этому, конечно же, установка оперативы вместо 3 стала 10, и это тоже очень важно, особенно для браузера и запуска приложения. Да и в целом вообще для винды заметно легче стало все как бы дышаться, и это явно заметно. Приложение открывается в разы быстрее, не знаю, там в 5-10 раз быстрее, можно нормально пользоваться ноутом. Что насчет игр, то не скажу, что прям сильно вырос фреймрейт именно в Counter-Strike, например, он стал вместо 15, ну порядка 20-25 или даже почти 30, и это почти вдвое быстрее, но все равно есть фризы, есть такие, знаете, заметные подтормаживания, и 25 FPS для контры это все еще очень мало. В ноутбуке, напомню, нет видеокарты, полностью все на встройке процессора двухъядерного и 4-поточного, но зато если запустить всякие там старенькие хиты вроде Quake 3, то можно получить даже сотни FPS, и в том же, скажем, CS 1.6 тоже можно выжить примерно 80, 90, 100 и даже больше. Это, конечно, очень старые шутаны, но это единственное, что тянет данный ноут. И еще я запускал там Bastion, например, инди-проект в 2D, и вот тут примерно такие же игры можно, вот, то есть нормально пройти там в 30, 40, 50 кадров в секунду. В Бастионе больше 30 FPS, местами даже 40, и для полумертвой машины еще вчера это более чем достойный результат. Самое важное, что теперь на этом ноуте можно хотя бы сидеть спокойно в инете, работать, делать что-то там по учебе, не знаю, читать новости, общаться в скайпе. Это по сути такой же ноут, как и большинство бюджетных, что сегодня продаются за 400-500 баксов. Еще вчера это был абсолютный мусор, а теперь это ноутбук обычного студента или железка для бати, чтобы смотреть фильмы, запускать танки и так далее. Я надеюсь, подписчик останется доволен, он просил не освещать его, то есть не озвучивать в социальных сетях, а то сразу начнут ему писать всякие там люди в личку. В общем, если есть у вас желание, то пишите мне
на почту, я буду читать и выбирать среди вашего железа, и в третьей серии, возможно, будет кто-то из вас уже участником этой рубрики. Увидимся с вами уже очень скоро. На связи, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.